My name is Pinkasov Georgi. I am professional photographer. Место, где я прожил свое детство, юность, учился в институте, уходил в армию, возвращался из армии. Здесь жили мои родители, сюда приезжали наши родственники, здесь были соседи. То место, где прошло мое детство, моя юность, это родительский дом, скажем так. Честно говоря, не только я один, все фотографы Magnum, они дома находятся очень редко. Мы обожаем путешествовать, наш взгляд, наш глаз – это апдейт. Мы постоянно следим, что происходит в мире. У каждого из нас страсть новизны, страсть познания. Здесь свои первые фотографии под впечатлением Тарковского сделал. Он очень сильно повлиял на мой стиль. И в его фильме, этот фильм, который произвел на меня сильное впечатление, «Солярис», где речь идет о возвращении домой. То есть то, что я делаю сейчас, я возвращаюсь домой. Как у него в его мечты, в его сны, потому что герой его, он не смог вернуться домой, он остался. Этот дом, который ему подарил океан, виртуальный дом. То есть мой дом, как виртуальный, он в моей голове, конечно, в моей памяти остались мои родители, мои друзья, мои родственники. Все, кто был здесь, и он существует. Но именно из-за этого я не стал ничего делать в этой квартире. И вот то, что оставило след этой эпохи, я к этому отношусь как к музею, бережно, не трогаю, несмотря на то, что я хозяин. Это мой дом, это моя квартира. Вот это место как раз есть перекресток моей памяти. Фотография – это все. Это, скажем, образно консерв. Это то, что останавливает время. Как ты его останавливаешь, в какой момент, какой ты смысл придаешь. Я работаю в разных областях фотографии и очень люблю стрит-фотографии. Для меня фотография очень важна. Как документ, я не знаю, я боюсь говорить банальности, потому что для меня это привычка свидетельствовать, понимаешь, больше всего. Мне хочется остановить время, сохранить. Я чувствую, что это будет по-другому воспринято новым поколением. Мне интересна реальная фотография. Я отношусь к школе реалистов, несмотря на то, что мои фотографии иногда очень пластичны, метафоричны. Я вспоминаю Картье-Брессона, который все время переворачивал фотографию, чтобы проверить, существует ли геометрия. Это интересный момент, и в моих фотографиях геометрия часто преобладает, и это интересно тоже. Но вот как раз момент свидетельства для меня очень важен. Ты знаешь, мне кажется, как в документалистике, даже быстрее в форме, очень важно обновление. Если оно не возникает, вот я в Инстаграм оставляю фотографии, когда они долго лежат, они уже скучные и неинтересные. Я теряю интерес к этой фотографии. Поэтому, мне кажется, всех и меня тоже интересует следующий этап, следующий шаг – новизна. Новизна во всем. Если я даже банально снимаю стрит-фотографию, то не в моей форме новизна, а новизна в событии. Новое событие произошло. Поэтому, когда я что-то новое вижу, у меня возникает сомнение, мне интересно снимать свои сомнения. В этом есть новизна. Поэтому возникает новое, очень важное слово, которое повторяют все фотографы, но оно, несмотря на повторяемость, не является банальной. Это слово «случайность». Вот мы ловцы случайности. Я считаю, что если ты что-то задумал и ты добился, мне это неинтересно, я никогда ничего не задумываю. Ты что-то задумал, ты что-то добился, твою идею осуществил конкретно, для меня это провал. Но когда ты шел к этой цели, и вдруг ты споткнулся и неожиданно видел что-то, вот для меня это интереснее. Современный фотоаппарат взял в себя или взял на себя все знания, которые мы изучали раньше. Все учебники находятся там. Нам не нужно сейчас заниматься тем, что мы делали так когда-то. Знали выдержки, диафрагмы. Он знает лучше нас. Чувствительности всякие, тональности. Поэтому зачем повторять его? Лучше освобождать свой мозг, свое творческое пространство для новых экспериментов. Слишком тяжелый груз, технические данные.
Не представляю даже. Мне очень нравится моя профессия. Она открыла для меня весь мир, потому что ты попадаешь в те места, в которые ты не попал никогда. Ты находишься в тех ситуациях, в которые никакой другой предтекст не позволит тебе оказаться. И если ты хочешь, чтобы я обязательно поменял другую профессию, я бы, наверное, стал кинооператором. Но все равно фотография, она интереснее для меня. Я учился когда-то в этой области на кинооператора. Другое дело, она уже перестала быть профессией, потому что так как все снимают, как профессия, она уже мало интересна. И тогда я вспоминаю слово, которое произнес Картье-Бresson. Он сказал: «Я любитель». И я почувствовал, что это гораздо важнее, чем быть профессионалом. Когда ты мечтаешь снять какое-то крутое изображение, чтобы оно было неповторимое, интересное, конечно, ты мечтаешь о идеальной камере. Конечно, ты хочется, чтобы это был какой-то очень хороший, широкий формат. Но дело в том, что, приобретая это достоинство, ты теряешь оперативность. Когда ты снимаешь оперативно айфоном, ты теряешь качество. Вот между двумя этими крайностями ты должен найти свою область. Но вы знаете, я вам скажу, что надо искать камеры уникальные. Я бы снимал его разными камерами. Камера уникальность заключается, конечно, в высоком качестве. Мне интересна высокая чувствительность, потому что ты в темноте не видишь, и камера видит. То есть ты выходишь на уровень уникальности. Вот это интересно. Она заходит за область. И третье – это скорость. Скорость, чувствительность и проработка деталей. Фотография должна быть красивая. Почему она красивая, ты не понимаешь. Наверное, от цвета тоже зависит. Очень важно. Пластика очень важна объектива. Пластика света важна. Она важнее, чем пластика объектива. Но пластика объектива не последнее место. В любом случае, испортить ее можно фотошопом всегда. Она очень достаточно компактна и легко снимать. Можно на улице снимать, хотите. Вообще мне нравятся беззеркальные камеры. За ними будущее, мое мнение. Они где-то уже сравнялись с конкуренцией. Я снимаю для своего удовольствия. Ощущение творчества настолько классное. Потому что быть любителем, любить это, и тогда не желать что-то, не хотеть. Вот как раз на своих занятиях мы тренируемся быть пустыми, ничего не желать, ничего не хотеть. Реагировать, иметь приемы. Я считаю, что способность реагировать, как фотограф, мне кажется, в нас закодированы какие-то старые рефлексы охотников, и фотоаппарат, он вытаскивает изнутри эти рефлексы. Просто отдаться, подчиниться им.